бы готова картина. Практически все закончено, и эту я вам покажу, вот чего получилось. Она не совсем вот так вот. Могу так оставить. Она не совсем в моем стиле. Кое-что я бы изменил в этой картине, если бы я ее рисовал не для этих людей. То есть я ее нарисовал для своего кума и кумы. Вот это просто мои одни из самых близких людей. Вот это Ненад и Милена, они сербы, вот, и я их очень люблю, и, конечно, я хотел бы сделать им подарок. И вот нарисовал, как они сидят в нашей любимой Черногории, где-то на побережье, неважно где, вот, но в солнечной и беззаботной стране. Когда пройдут какие-то годы, они посмотрят на эту картину, вспомнят, как было все прекрасно, солнечно, и эти воспоминания о солнечных днях, они их согреют и принесут им какую-то радость, которая будет находиться у них на стене. Вот. И, возможно, глядя на эту картину, начиная свой новый день, они будут начинать с каких-то позитивных эмоций. Я буду это чувствовать, поскольку у нас тут в Черногории у нас работает телепатия. Мы, кстати, не так часто общаемся, но мы словно чувствуем друг друга на расстоянии. Здесь это какое-то обычное явление, такое уникальное для мира, но достаточно обычное для Черногории. Вот здесь даже поворотники не включают в машинах, поскольку, так приблизительно все понимают, кто куда поедет, кому уступить, как разъехаться. И во многих аспектах жизни здесь такие какие-то телепатические, интересные, такие мысленные связи между людьми. Поэтому мы как-то так вот с кумами чувствуем друг друга. Вот именно поэтому они и наши кумы, они крестили моего сына. Вот. За что им, конечно, огромное спасибо и вообще за все. Вот, за все, что они для нас в Черногории сделали. Вот удивительные люди. Поэтому мне захотелось нарисовать вот Ненада и Милену, чтобы у них была память и подарок. Она немножко отличается по стилю. Вот там вот картина незаконченная. Это «Глаза голубой собаки». Наверное, будет такое рабочее название. Вот она более утрирована. И если бы я не писал именно Ненада и Милену, я, наверное, более утрировал бы лица. Вот, более утрировал бы какие-то детали. Но все же получилось неплохо, потому что есть определенный баланс между какой-то полуабстрактной современной живописью, то есть какие-то абстрактные формы там геометрические есть, и между выписыванием различных деталей, вот, что, по моему мнению, вообще это бессмысленно в наше время, потому что художники Ренессанса и эпохи Возрождения, они выписывали все эти реснички
бровки, зубики, зрачки, именно потому, что в то время фотоаппаратов и кинокамер не было. Сейчас это как-то так особенно не имеет никакого смысла вот заниматься вот этим вот выписыванием. Поэтому мне это жутко, дико надоело, когда 6 лет нас учили, потому что я учился еще в советское время, и нас учили именно такой передачи, наиболее полной передачи деталей, реальности, такой соцреализм там был и так далее. Вот, то есть наиболее приближенному изображению к реальности. Вот. Некоторое время, несколько лет даже, у меня ушло на то, чтобы от этой 6-летней привычки академической избавиться. То есть в первую очередь я выкинул все тонкие кисти вот, в мусорку, вот, оставил так потолще и мастихины, и вот все эти детали, в общем-то, ушли в прошлое. Вот, и слава богу. Здесь немножко есть такой возврат, то есть здесь есть какие-то проработки черт лица, вот, и это вызвано лишь желанием приблизить черты лица к нашим реальным персонажам. Ну, это такое было лирическое отступление вот именно об этой картине, которая стоит, значит, передо мной и которая уходит в подарок моим дорогим кумовьям Ненаду и Милене. Ну вот, в общем-то, и все на сегодня. Я вам желаю прекрасного дня, вот, ну и всего самого хорошего в жизни и вообще. Пока, увидимся.